Добрый день, меня зовут Луна. Рада вас приветствовать на своем канале Таро и Леди. Спасибо вам за лайки, комментарии, подписки. Давайте сегодня сделаем расклад карт Таро вот на такую тему. Онлайн-гадание. Что по судьбе будет меняться в загаданный срок? Сроки самостоятельно загадываем, да, кто какие, не сильно большие, там давайте от месяца до 3, ну, в крайнем случае до конца года. И думаем о себе, любимой, в начале расклада. Не думаем о каком-то загаданном человеке, потому что расклад посвящен вам. И человека, если покажут, мы и так увидим, и вы его узнаете. Давайте сделаем для начала сигнификацию. Покажите мне карты Таро, любую информацию по поводу леди, которая смотрит данный расклад, чтобы она себя узнала. Так, смотрим. Смотрите, выпадают 2 солнца подряд. О чем это говорит? Первое солнце у нас из еловых сумерок, второе из вишневых. То есть на одной карте у нас восход солнца, на другой закат. То есть в жизни у вас казалось, что-то начинается очень светлое. Просто вы прониклись этим восходом солнца, то есть вы уже представляли, как оно взойдет, как благодатно оно будет, как вам будет хорошо в этой ситуации. Уже мечтали купаться в его лучах, но оно неожиданно зашло. Ситуация такая, да, то есть все, о чем мечтали, как-то в один момент, может, еще не до конца, конечно, зашло. Это все-таки не ночь, это солнце заходит, но видите, как быстротечно эта ситуация произошла. Ну, возможно, не у всех быстротечно, возможно, это еще говорит о том, что вы думали, что это будет, скажем так, ну или до конца жизни, или все будет очень длительный срок, очень серьезно, хорошо во всех отношениях, а оно раз и закончилось. Дальше смотрим. Чистая какая-то вы женщина. Вот реально чистая в помыслах, чистая в действиях. Ну, святой вас, конечно, наверное, все-таки не стоит называть, но вы недостойны того, чтобы вот солнце взошло и село, да? То есть вы воспринимаете это очень близко к сердцу, это очень вас ранит. То есть это разбивает ваше сердце просто на кусочки. То есть вся чистота, вот, которую показывает лилия, это единственное то, что вас держит, да, держит в этой ситуации, держит от каких-то страшных там действий, каких-то ругни, от какой-то, не знаю, завывания на людях. Вы даже не ищете виноватых в этой ситуации. То есть, ну вот так вот, ну, святая женщина. То есть вы вините себя, скорее всего. Вы не пошли разбираться к тем людям, которые причинили эту боль, да. Вы оставили это все на их совести. Что-то это было связано с браком. То есть или вы мечтали о законном браке, и он не произошел,
с этим человеком, или человек расторг уже имеющийся брак. Ну, то есть, ну, было все вот вообще, вот начиналось солнце, предложение, кольцо, свадьба, и все вот уходит. Все уходит или уже ушло. Да, дом покидает. Дом покидает, дом был красивый, счастливый, так как это вишневые сумерки. Это уже показывает о том, что дом стал другим. То есть вам самой уже находиться в этом доме очень больно. Вы вспоминаете все то хорошее, которое было. Вы вспоминаете ту жизнь, которая была, ту, которую, возможно, только планировали. То есть вы уже в голове построили свою счастливую жизнь. А возможно, и реально уже что-то построили. И вот дом стал холодным, да. Приходя домой, вы не чувствуете то, что чувствовали раньше. Нет желания идти домой, да, не тянет в этот дом. Да, закрытая книга падает. Видите? Закрытая книга – это все мечты, все, что было. Все, к сожалению, закрыто. И притом вы тоже это закрываете. Возможно, вы хотите продолжения этих отношений. Ну, кто не хочет счастья, да? Вы хотите счастья, но вы закрываете, чтобы не так болело. Да, чтобы не так вот по душе, чтобы не вспоминать. Вы закрыли эту книгу. Закрыли книгу, как бы это больно не было, как бы не хотелось ее читать, как бы не хотелось открыть страничку, вспомнить. Но вы это все убрали из своей жизни. Препятствие стало на пути. Хотя была возможность, это не вишневые. То есть можно было пройти к вершине. Можно было. Но трудность. Испугался человек трудности. Или люди, которые отошли. То есть, может, даже вы испугались этой трудности и закрыли книгу. Возникла трудность, и если бы вы поднялись на вершину, вы бы были победителем. Тот человек, который поднялся бы с вами, или он поднялся. То есть ситуация такая, что остановились, не пошли. Вот видите, лилия чистая, а у того человека порочная лилия. Тут может мешаться, это может показывать и какое-то отношение на стороне у того человека, который вам причинил эту боль, которого вы закрыли книгу, которого ждали предложения. Это может говорить о просто его порочной какой-то жизни, каких-то его порочных привычках, каких-то, начиная от хождения по бабам, алкоголя, я не знаю, там просто желание делать, вдруг стало ему делать вам больно, да, вот все переменилось. То есть была чистая любовь, стала порочная любовь, да, порочный человек. Видите, и люди вокруг, и люди помогли в этом. Или женщина какая-то, или женщины. Да, вот мыши появились. Беды такие. И беды все посыпались. Вот все просто валится из рук. Кругом вот все не так, неприятности везде. Везде по чуть-чуть, по мышам. Это не крысы, конечно. Везде вот не то, что там какой-то заговор, да, врагов и все остальное, а вот просто вот так бегают и покусывают за больное. Да, вот покусывают за больное со всех сторон. Вот так. А вы сильная. Вы сильная и добрая, как медведь. Да, вот при всей этой ситуации вы не взбесились.
Вы не отвернулись от людей, вы не отвернулись от своей семьи, если она у вас есть. Вы стоите и защищаете ее, да. Вы, вы такая вот женщина, которая вот сильная, чистая, уверенная в себе. И сила у вас есть. И скорее всего, по роду у вас сила очень сильная. Да, то есть вот за вами стоит сила рода очень большая. То есть из поколения в поколение женщины в вашем роду были сильные. Да, вот видите, по роду аист показывает. Сила по роду вам дана. Может быть, они и не были счастливые, но они были сильные, прожили достойную жизнь. Есть у вас, вы уже это видели. Вы это в жизни уже видели, когда были, наверное, ребенком. Вы уже такое проходили. Это не значит, что вам по роду не суждено быть счастливой. Это говорит о том, что у вас по роду вы можете любую боль перенести, вы можете выйти из любой ситуации. Очень сильные по роду. Так, я думаю, вы узнали свою ситуацию. Давайте теперь посмотрим, что будет меняться в ближайшем будущем. Также, девочки, вы знаете, кто меня смотрит, что в конце расклада мы делаем коррекцию, то есть убираем все препятствия для того, которые покажет расклад карт Таро. Обращаемся к высшим силам, к силам вашего рода, к ангелам-хранителям с просьбой убрать все препятствия, чтобы все наладилось значительно быстрее, чтобы обойти все, что можно обойти. Так, смотрим, что в вашей жизни будет меняться по судьбе в ближайшее время. Да? Ситуация, которая у вас сейчас, мы видим, увидели. Себя вы узнали. Что будет меняться? Смотрим. Какой-то мужчина появляется, как-то неуверенно появляется, да, то есть какими-то комплиментами издалека, не с прямыми намерениями, то есть это не король кубков, да, а вот какие-то комплименты, может там в социальных сетях что-то. Но он уже судьбоносный, раз нам показывает, что меняется судьба, да. Может, конечно, это еще показывает то, что ваше такое моральное состояние не очень хорошее, да, выровняет какой-то мужчина, который, просто вам будет говорить комплименты, и это вас вернет в жизнь. Сейчас разберемся. Башня падает. Какая-то серьезная проблема. Давайте ее отдельно посмотрим. Смотрите, немножко о другом карты говорят. Карты говорят о том, что вы сознательно не хотите слышать комплименты, да. То есть сознательно не хотите ухаживания. То есть вы выбираете такую позицию, что, возможно, там пусть говорят, но я не рассматриваю, да, я не хочу работать над этими отношениями. Я хочу подождать, и притом карта падает мира, не мира, двойка жезлов, это значит, вы смотрите в какую-то другую сторону, да, вы смотрите или на мужчину, который где-то далеко,
Это может быть даже другая страна, но, во всяком случае, это не сосед по дому, да, это может быть другой город. И вы ждете оттуда урожая, да, вы ждете оттуда, что оттуда будет. Вот местные мужчины, тех, которые вы знают, те, которые вам комплименты сыпят, вас не интересуют. Не хотите. Так, хорошо, смотрим дальше, что будет. Что еще в вашей жизни будет меняться по судьбе? Девятка пентаклей. Вы хотите видеть себя и будете видеть себя обеспеченной женщиной. То есть какая-то дополнительная заработок, неожиданные деньги в ближайшее время. Может, это смена работы, может, получение наследства. Что-то произойдет с тем, что ваше материальное положение улучшится, вот в разы улучшится по сравнению с тем, что было. Да? Вы стабильно станете. Возможно, у вас и было хорошее материальное положение, базис под ногами. Но вы начнете это ощущать. Вы начнете ощущать, что деньги можно тратить на себя. Что не нужно тратить их, не знаю, на мужчину, на... Вы достойны там, я не знаю, новой одежды красивой, ну, у кого что там, новых покупок в дом для того, чтобы это вам было там уютно. И на это будет хватать денег, и вам этого захочется. Вы возрождаетесь после этих всех ситуаций, которые были, и вы расцветете. То есть вы поймете, что это прошло то, что было. Я достойна лучшего, я достойна, должна любить себя. Любить себя, тратить на себя деньги, выгодно вкладывать, покупать что-то. Вот так ваша позиция изменится. И вы будете ждать мужчину с деньгами. То есть вот эти все разговоры по пажу вам становятся неинтересны. Вы хотите быть обеспеченной женщиной и иметь рядом соответствующего мужчину с деньгами. Видите, какая пара? Вы вся в деньгах, а он несет вам деньги. Вот такие отношения вас будут интересовать. Немножко вы, конечно, будете жадничать и собирать. То есть то, что было в прошлых отношениях, в прошлой жизни, вы осознали, что нужно деньги придержать, чтобы деньги всегда были на какой-то черный день, да, чтобы их хватало, чтобы, если что-то произошло, всегда не нужно было бежать к какому-то мужчине, да, или еще что-то, и надеяться на него, вкладываться в него. Деньги должны быть при вас. Это ваша четкая позиция. Король мечей говорит о том, что да, и от мужчины вы теперь хотите не только разговоров, да, вы хотите денег и сексуальной близости, да. То есть вы хотите действий в вашу сторону. Вы четко определили, вот расклад показывает, что судьбоносно — это то, что вы четко определили для себя, какой мужчина вам нужен. И это много очень. Вы осознали, прошли путь, карты показывают, да, и четко понимаете, какой мужчина вам необходим для жизни. Так, что-то будет скоро. Смотрим, что скоро. Смотрите, у нас падает мужчина. Если вы хотите короля мечей, да, и вообще короля, 2 короля выпадает,
Падает мужчина, но он пока еще падает как паж. То есть немножко он не дотягивает до ваших пожеланий, но это мужчина падает по судьбе. Да, мужчина относительно молодой. Возможно, не молодой, но молод духом, да, вот такой вот молодежный мужчина, да. Ну, знаете, бывает и в 60, и в 70 мужчина, который молод духом. Вот такой мужчина идет. Так, давайте дальше посмотрим, что будет. Что дальше у нас в загаданные сроки произойдет. Смотрим. Ну, вы в этих отношениях выпадаете императрицей. Императрица – это символ и плодородия, и счастья. Ну, это лучшая карта во всей колоде для женщины. Да, если вы мечтали только о деньгах, то здесь вы всесторонне заинтересуете этого мужчину. То есть мужчина будет интересен вам во всех отношениях. Давайте дальше смотреть. И вы будете чувствовать себя как императрица. Видимо, потому он и выпадает пажом. Потому что в этих отношениях, видите, в этих отношениях вы будете выше. Вы будете принимать решения, да, как им развиваться, да, да, во всем будете принимать решения. Куда вы идете, хотите с ним идти, не хотите идти, куда вы хотите идти. То есть вот такие будут отношения. Смотрим дальше. Ну, нам выпадает маг. Давайте посмотрим, к чему это. Ну, вот видите, как зеркально, да. То есть, в принципе, маг в этом раскладе говорит о том, что ну, то, что вы пожелали мужчину с деньгами, короля, да, и короля мечей, то есть сексуального мужчину. А выпадет вам мужчина по магу, то есть это такая, скажем, улыбка судьбы, да, вы пожелали максимум, но пока мы вам даем пажа вместо короля мечей и пажа пентаклей, это не значит, что он таким останется, да, или что он там несостоятельный человек. Это может говорить о том, что просто пока, ну, загаданный срок, который вы загадали в начале расклада, он себя будет проявлять не настолько материально, не настолько сексуально, как вам хочется. То есть судьбы шутка в том, что вы хотели максимум, а будет что-то, над чем еще нужно работать, над отношениями, над мужчиной работать, растить его, растить, чтобы он тратил именно на вас деньги. Ну, вот так в этом случае маг говорит. А потом деньги будут. А потом придут настоящие деньги. Так, смотрим, что еще в загаданный срок. Ну, будет какое-то тяжелое материальное положение у вас. Тяжело будет. Что-то будет... Сейчас еще одну карту давайте достанем, с чем это связано. Помощи у знакомых будете просить. Ну, у знакомых, у родственников. Помогут они, помогут. Вот вашего плачевного состояния, которое сейчас по деньгам, помогут или знакомые, или друзья. То есть, возможно, это будет советом, возможно, это будет новой работой, просто помощью. Но это придет. То есть плачевное состояние, которое с деньгами, оно в разы улучшится благодаря помощи
Да, по умеренности, конечно, не озолотят вас, не сразу, а деньги уже от мужчины будут, когда вы будете в паре. Да, видите, помощь. Помощь по умеренности, но хватит всем. Ну, хватит на все. Ой, тоскуете вы еще. Сердце у вас разбито, видите? Помните вы еще то, что ждали, то, что ошибались, то, что надеялись, что это вот тот рассвет, который показывал. Да, плачете вы украдкой. Сердце вот прям 3 ножа пробило сердце. Сердце разбитое, хоть вы вот так вот и все спланировали, уже вроде бы отошли, но приходят дни, выть хочется. Выть хочется, просто сердце разрывается. Сердце болит, хоть все вокруг и помогают, разрывается сердце, просто разрывается. Девочки, я тут специально сегодня жемчуг добавила, если он очень слезы хорошо убирает. Думайте почему-то вы о переезде или что-то в этом стиле, или о ком-то, кто за рубежом, где-то не о вас, тут мужчина, да. Или о прошлом своем. Карты показывают, что вот вспоминаете прошлое, или того мужчину прошлого, и сердце разрывается от боли, да, вот друзья помогают, да, все вроде бы выходите из этого ситуации, а сердце болит. Вот сердце вспоминает и сразу разрывается на куски. Все закончится хорошо, карта победы. Притом, смотрите, да, карта победы, она показывает, что не только вы победите, да, и люди будут восхищаться, и будут рады за вас, ваши же знакомые, которые помогали. По правосудию все будет. То, чего вы заслуживаете, наконец-то войдет в вашу жизнь. То есть это не просто так свалится на вас ни за что. Эта карта правосудия говорит, это то, что вы давно заслужили. Давно заслужили счастье тем, какой вы человек, тем, как вы относитесь к людям. И как говорят, да, бумеранга возвращается зло, то по правосудию вернется все добро. Все добро, которое вы получите, это вы все заслужили. Да, молились вы. Молились, и люди за вас молились. В молитве вы получите по правосудию. Если не просите, ничего не будет. Вы же знаете, Верховный суд, он слеп. Да, вот мы в конце расклада будем обращаться к силам высшего рода, к высшим силам, к ангелам-хранителям. Высший суд слеп, да? Если его не просить, если ему не показывать, что убрать. Он-то может не все уберет, да, он взвесит и посчитает, что именно вам, чего вы именно достойны. Но просить и показывать ему надо. Вот карты буквально об этом говорят. Да, колесо фортуны, видите, жизнь полностью переменится. То, что было, то, что и в начале расклада показывали, что жизнь переменилась на плохое, точно так же переменится на хорошее. Посмотрите, какие позитивные карты у нас выпадают. Может, и благодаря этому раскладу, то, что мы сделаем в конце. Да, и защита будет за вами. Защита будет. Карта иллюзий падает, но здесь это не иллюзии, да, картинка другая идет, что это защита от того, кого мы не видим. То есть это защита от высших сил, от ангелов-хранителей, от силы вашего рода. Да, пришли вы уже плоды собирать. Видите, вы долго работали. Давайте посмотрим
совет карт. Что нам ангелы хотят сказать. И перейдем к тому, чтобы обратиться к высшим силам, к силам рода, убрать препятствия, которые показывает расклад. Так, какой у нас совет ангелов-хранителей? Ну, прекрасно, точно по раскладу. Вот еще кто-то не верит в расклады. Все, как мы говорили, подытожила одна карта. Шестерка мечей. Конец трудной ситуации. Пора отправляться в путешествие. Это может говорить и о буквальном путешествии, а может говорить о том, что пора отправляться в счастливую жизнь. Так, давайте посмотрим на расклад. Он, в принципе, то, что в будущем не сильно и плохой. Давайте посмотрим, что мы уберем. Так, давайте уберем боль при воспоминаниях. Воспоминания пускай остаются, потому что в вашем случае воспоминания — это хороший урок для жизни. Да? Не может просто уйти что-то плохое. Если мы не взяли из него урок, то зачем оно вообще было? Давайте уберем еще башню. Пускай все-таки позиция ваша не настолько жесткая будет по отношению к тому, что мужчина вам не должен говорить комплименты, потому что вы можете пропустить этого пажа. Видите, здесь паж и паж комплиментов, да. Ну, не комплиментов, эмоциональный мужчина. Вы хотите, чтобы вам уже не говорили, а действовали. Давайте пускай, ну, это просто еще одна негативная карта, которая есть в раскладе. Давайте ее уберем, а дальше в основном у нас весь расклад хороший. Так, сейчас мы обратимся к высшим силам, к ангелам-хранителям, к силам рода. Да. И сделаем, чтобы все прошло максимально хорошо. Для того, чтобы пройти этот путь, нужно избавиться от боли. Нам она не нужна. И уберем башню. Так, девочки, кто меня знает, как всегда, вспоминаем силу рода, тем более нам показали, что она у вас очень сильная. Сильная сила рода у вас, к ней в основном и обращаемся. К высшим силам, к ангелам-хранителям. Я ищу карту Верховного Суда, вы все их вспоминаете. Так. Пропустила на солнце, засмотрелась. Смотрите, относительно все хорошо должно пройти. Так, давайте я говорю, вы внимательно слушайте. Если есть возможность, можно даже включить субтитры в настройках и за мной повторять. Так. Настроились, вспомнили, да, препятствия. Нам нужно убрать для новых очищений. Не будет новых отношений, если у вас будет разбитое сердце, вы будете вспоминать всю трагедию, которая была. Нужно это убрать. Не нужно мужчине ваши старые проблемы, новому мужчине, который войдет в вашу жизнь в те сроки, которые вы загадали. Обращаемся к высшим силам, к силам рода, к ангелам-хранителям. Пусть все хорошее беспрепятственно проявится в жизни у всех, кто смотрит это видео. Просим убрать все препятствия, которые показал расклад карт Таро. Просим, чтобы все мечты сбывались, чтобы жизнь стала счастливой, чтобы вы любили и были любимыми, чтобы всегда были деньги и чтобы их всегда хватало.
убираем препятствия по Верховному суду. Если это не по судьбе, просим открыть новые пути. Да будет так. Так, в комментариях не забываем писать, во-первых, как отразился этот расклад, да. Во-вторых, спасибо, да будет так. И сейчас проверяем, подействовало ли, убрались ли все препятствия. И если что, повторим. Получилось ли у нас убрать препятствия из расклада, который нам показал расклад? Ну, четверка кубков говорит о том, что эмоции ваши приутихли, да, вы стали спокойно ждать короля, который принесет вам любовь, что не может не радовать. Да, видите. Да, вы по магии, вы, ну, с помощью магии, то, что мы сделали, мы вас вывели из этого состояния разбитого сердца, того, как вы как зомби были, вывели. Хорошо, девочки, рада вас была видеть. Пишите в комментариях, как у вас отозвался расклад, как вы прочувствовали, что произошло после него в загаданный срок, как развивались события. Мне очень важна обратная связь, очень приятно всегда читать, как насколько стало лучше, насколько стало легче. Приятно читать, что вы себя увидели в раскладе. Ну, и если вам интересно, подписывайтесь, лайкайте. Спасибо, да будет так, во благо. Ваша Луна.